Кто хочет сблизиться с тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Будем смотреть, в каком же смысле с вами хотят сблизиться. В прямом, либо же то, о чем вы многие подумали. Да, вы же у меня еще те шалуны. Итак, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете, да? Что же вы у меня за ребятушки такие? Кто хочет записаться на личный расклад, телефон под видео. Диагностика негатива тоже по этому номеру. Так, мои хорошие, что я могу сказать? Вообще вы по жизни победитель, да, хотя вот кто-то из вас может сейчас мне сказать, да, ну, либо же сидеть возмущаться, да какой победитель, да куча проблем и всего такого, да. Но я вам скажу, вы очень часто, вы можете даже не замечать, но вы выходите сухими из воды. Это могут быть и какие-то критичные ситуации, когда вы бываете, ну, одной ногой на краю жизни, да, вот грань жизни и смерти. Это могут быть ситуации, когда, допустим, все меняется в последний момент в вашу пользу, да, может быть, были периоды, когда вы отчаивались, да, вот, ну, у кого-то, это будут у каждого своя ситуация, не будем конкретизировать, ну, то есть ситуации, которые уже вы на них могли поставить крест, вы могли отчаяться, что ничего не получается, а потом как будто из-под земли появляются новые люди, и обстоятельства складываются по-другому и, конечно же, в вашу пользу. Давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите, были такие случаи в вашей жизни или нет. Когда вот, ну реально, да, вот в последний момент, может быть, все решалось так, как вы хотите, да, может быть, реально вы там на краю жизни и смерти были. Это может быть у кого-то авария, у кого-то может быть болезнь какая-то, да, но вы излечились. У кого-то это может быть, ну, та же клиническая смерть. Но опять же, у каждого это будет по-своему, у каждого своя судьба. И не забываем, что это общий расклад. Вы человечек на самом деле настолько настолько широкой души, настолько вы щедрый. Вы щедрый и на слова, и на действия, и на финансы, да, то есть вы можете всегда поддержать и морально, да, вы можете просто поговорить с человечком и уже так морально поддержать. Вы можете, если это потребуется какая-то, ну, физическая помощь, вы можете тоже без проблем помочь, да. Ну и, конечно же, если есть возможность, как правило, вы можете помочь и финансово. Да? Я не говорю, что вы там миллионы будете одалживать, либо давать. Понятно, что в меру своих возможностей. Поэтому люди это видят, а люди к вам тянутся. И иногда, конечно, к сожалению, некоторые этим пользуются, да? Потому что вы человечек щедрой такой души. У кого-то из вас может сейчас проиграться небольшие такие финансовые трудности. Это может быть связано либо же с урезанием зарплаты, либо же, сейчас мы уточним. Да, здесь могут быть, ну, такие трансформации именно на вашей работе, да, ну, поскольку сейчас у многих, во многих предприятиях, скажем так, да, по всему миру есть некие кризисы, мы не будем конкретизировать, да, и вникать. Поэтому здесь могут быть сокращения, и здесь могут быть как раз вот из-за вот этих вот реорганизаций проблем, урезание зарплаты, просто потому что, ну, к примеру, нечем финансировать, да, не хватает денег, поэтому идут сокращения. Но вы же такой человечек, вы, в общем-то, вы уже собаку съели, да, на разных проблемах, вы все равно будете стараться из кожи вон лезть, выбивать, выгрызать, да, либо же себе подработку, либо же будете как-то проситься, может быть, на другую должность, да, по крайней мере, кто-то из вас об этом точно подумывает. Ну, то, что у вас произошли серьезные такие крутые перемены в вашей жизни, смотрите, на ком-то из вас есть стопроцентное магическое воздействие. Я не буду в очередной раз говорить, да, то есть если вы на себе чувствуете вот, ну, какие-то
Перемены, может быть, в состоянии. Вы можете чувствовать перемены по самочувствию. Это может быть, вы утром встаете обессиленный, да, ну то есть как будто с вас вытащили все силы. Вы можете чувствовать непонятные такие, ну, скачки настроения, да, то есть какие-то эмоциональные качели по поводу и без повода. Могут быть вспышки агрессии, ну, то есть это у всех по-разному. Либо же это такая полностью черная полоса, у кого-то может проиграться, не везет ни в деньгах, ни в личной жизни. Вы можете либо же очень долго быть один, да, ну вот не получается, ну никак, да, вот хоть и знакомитесь, хоть и стараетесь, но никак не получается наладить отношения с женщинами. То есть много разных факторов, да, много разных признаков может быть, поэтому если у кого есть какие-то такие подозрения, может быть кто-то даже из вас знает, что на нем есть магия. Поэтому, ну, здесь без чистки и без диагностики, конечно же, не обойтись. Поэтому добро пожаловать, если кто хочет проверить, есть ли на вас магия. Далее, у вас, конечно же, произошли перемены в личной жизни, но, как мне показывает, среди вас есть те, кто все-таки еще живут прошлым, кто не отпустил свою женщину. Хотя вы, получается, вы понимаете, да, вы понимаете, что все, здесь уже горшки разбиты, побиты, здесь уже, ну, назад дороги нет. Но, тем не менее, вы не отпускаете эту женщину, вы можете часто думать, вы можете пересматривать там фотографии, переписки, соцсети, все что угодно. Но я вам скажу, что ваша лекарь, ну, назовем ее так, да, новая докторша, лекарша, как угодно, она появится уже не за горами, да, но единственное, вам для того, чтобы полностью открыться, да, вот этой вашей новой целительнице, которая появится со своей любовью в вашей жизни, вам нужно будет отпустить прошлое. Я уже много раз рассказывала, что пока у мужчин в душе, в сердце живет один человечек, ну, то есть одна женщина, да, ну, не сможете вы полюбить новую. Поэтому обратите внимание, кто страдает, а бывший, да, вы тем самым как бы останавливаете приход в вашу жизнь новую женщину, новую любовь. А она к вам придет. Обязательно придет. Главное отпустить прошлое. Прекращайте думать. То, что трансформация личной жизни у многих из вас произошла, это факт. Просто единственное, что, ну, я думаю, так небольшой процент все-таки не отпустили. Вот не отпустили прошлое и все-таки еще на что-то надеетесь. Да, вроде бы головой понимаете, что все никогда, но где-то там на глубине души, да, ну, есть маленький процент надежды. А вдруг она одумается, а вдруг что-то получится и так далее. Итак, давайте-ка смотреть, мои хорошие, кто же хочет с вами сблизиться и в каком же смысле, да, потому что сближаться можно по-разному. Вы вообще человек такой, смотрите, вы чувственный, интуитивный, и, как правило, вы, ну, ощущаете, вы видите, ну, как говорят, ну, просто пятой точкой вы чувствуете, когда вы кому-то нравитесь. Но здесь может быть в этом вот случае вероятность такая, что вы немножко прошляпили эту женщину. Ну, то есть вы не заметили, что она давненечко к вам неровно дышит. Вы настолько вот ушли, кто-то в свои заботы, проблемы, кто-то в переживания там по работе, бывших и так далее. То есть я не могу сказать, что вот вы прям суетитесь и стараетесь кого-то где-то завоевывать. Да, вы хотите любить и быть любимым, однозначно. Но я не скажу, что у вас живет тот охотник и завоеватель. Поэтому вот как-то вы, ну, живете как живете, да. Ну, мечтаете, надеетесь на что-то, да. Но далеко не всегда вы замечаете то, что женщины вами интересуются. Хотя, как я уже говорила, да, у вас чуйка очень классно развита. Но в этом случае мы сейчас будем разбираться, почему же вы не замечаете эту женщину. Она однозначно моложе вас. Она может даже вообще выглядеть, ну, довольно моложаво, да, вот, ну, к примеру, там ей 40 лет, она может на 30 выглядеть, да. Она такая, ну, худощавого телосложения, она такая, скорее, светловолосая.
очень, ну, очень такая наивная, может быть, да, такая доверчивая, классная. Вы с ней пересекаетесь, но это не так часто бывает. И она, когда видит вас, вот она начинает мечтать, представлять, вот как вы, вот как бы вы были в отношениях. Вот она вплоть до того, что она уже мысленно вышла за вас замуж и родила детей. Ну, это часто бывает у женщин такое, да? И очень хочется с вами иметь отношения, серьезные отношения. Так, что еще? У вас с ней, смотрите, у вас с ней есть еще какой-то очень такой близкий, ну, то ли друг общий, да, помимо того, что вы можете с ней пересекаться, но есть общий какой-то то ли друг, знакомый. У кого-то, может быть, это коллега проиграется, да. Она считает, что вот вы мужчина, с которым, ну, реально можно строить серьезные отношения. Во-первых, ей о вас, возможно, даже вот этот ваш общий знакомый, либо приятель, многое рассказывал. То есть вы знакомы так постольку-поскольку, но ей о вас рассказывали. Плюс она сама интересуется, да, потому что, ну, все-таки она имеет надежду, что вдруг будет шанс с вами, ну, начать какие-то отношения, да. Она не выпячивается, она не из тех женщин, которые будут бегать за кем-то. Она, наоборот, может держаться, ну так, холодно, сдержанно. Здесь и стеснительность, здесь и воспитание. Но она очень хотела бы, чтобы были вот именно любовные отношения. Я вам скажу, если вы начнете, ну, реально, да, встречаться с этой женщиной, ну, это будет, ну, такой бомбезный просто шанс на счастье. Это женщина, которая умеет любить. Это женщина, которая подарит вам то, что вы, в принципе, заслуживаете. Единственное, у нее сейчас вот загвоздка, как с вами сблизиться. Да? Она сейчас не про кекс думает. Хотя это тоже, конечно, немаловажно в отношениях, но поскольку у нее серьезные намерения, да, вы ей нравитесь как мужчина, судя по тому, что вот она слышала о вас, да, она понимает, что вы довольно достойный человек. Ей рассказывали, кстати, что вы довольно работящий, что вы, ну, очень умный человек. Поэтому она уже для себя отметила, что вы такой парень хоть куда, да? И ум есть, и характер у вас довольно неплохой, да, хотя разный вы бываете. Ой, какой разный. Плюс ей очень импонирует то, что вы серьезный, вы не гуляка. Она это тоже уже прощупала, она это уже разузнала, что вы не гуляка. Поэтому у нее сейчас вот немножко загвоздка, а как же с вами сблизиться, что же делать? Смотрите, она еще может побаиваться, ну как-то так делать первые шаги, потому что кто-то из вас может, ну либо же грозно выглядеть, да, ну просто вот бывает у людей внешность такая, да, что вы так, ну серьезный такой, да, хотя на самом деле белый и пушистый. Ну, есть немножечко и страх у нее, да, вот делать какие-то шаги. Плюс вот эта ее скромность такая, да. Здесь такой тандем. Женщина на самом деле, которая может казаться такой хрупкой, да, она очень выносливая, она очень сильная духом морально. Она настолько вот умеет укрощать, что ли, да, вот, ну, любого, наверное, мужчину. Вот она умеет так найти подход к человеку, что, ну, вы просто не успеете оглянуться, как поймете, что, ну, с ней классно, с ней комфортно. Вот она так тонко, по-женски, да, вот какую-то, может быть, женскую мудрость включает, может быть, женскую где-то хитрость немножко, да, но с ней очень комфортно. Люди, в общем-то, очень хорошо не отзываются. Я не скажу, что у нее много друзей, но это очень надежные люди. Вот те немногие, да, кто входят в число ее друзей, они очень такие преданные, и это у них взаимно, потому что эта женщина тоже сама по себе, она такой, ну, верный, преданный человечек, а для любого мужчины это очень немаловажно. Смотрите,
у вас выпадает даже, в принципе, если вы захотите, да, Таро нам всегда показывает, какие шансы могут быть. У вас есть шанс даже не только жениться, да, на ней, вы можете обвенчаться, вы можете кто-то гражданским браком жить, но венчание здесь может быть 100%, если вы того захотите. То есть Таро нам всегда показывает, какие варианты развития событий могут быть. Она такая, знаете, она сама по себе, но это вы узнаете, когда сблизитесь, если захотите, конечно. Она сама по себе очень такая страстная натура. Это касается того же Кекса, да, то есть она хорошая любовница, она хорошая хозяйка. Но еще есть такой у нее пунктик, да, ну, назовем это черта характера, не знаю. Вот она за своих, за близких, за родных людей, она готова просто порвать любого, просто становиться в защиту. Вот она превращается в тигрицу. Ну, это такая черта у многих женщин. Обычно женщины в тигриц превращаются, когда их детей обижают. А эта дама, ну, она такая вот, она за всех близких, да. Она не боится даже против более сильного, может быть, соперника, да, вот, ну так, становиться на защиту своих людей. Поэтому она очень такая самоотверженная, она очень классная. И вот все-таки обратите внимание, кто, ну, конечно, кто понял, да, у кого срезонирует, да, эта женщина. Не забываем, что это общий расклад. Поэтому, боже, да что ж такое? Поэтому, мои дорогие, я вам скажу так, как итог. В вашей жизни будут знакомства с разными женщинами. Но вот эту я бы выделила особо. Потому что именно с этой дамой, с которой у вас могут быть отношения, да, которую я только что описала, но это такой большой-большой шанс на счастье. Потому что другие, вот, которые будут у вас в жизни попадаться, знакомства, но эти больше такие будут, больше продуманные. Кто-то для постели, кто-то будет более корыстный, да, ну то есть вы это будете раскусывать. У вас очень неплохая интуиция. Держите ухо востро. И все-таки, я думаю, вы сделаете правильный выбор, и все у вас получится с этой женщиной. Единственное, что, ну, может быть, вы, если поймете, да, вот кто это, вы все-таки сделаете первый шаг к ней, да, потому что, ну, как-то все-таки мужчина есть мужчина, да, тем более, если она такая стеснительная. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!